Привет, данное видео является пилотным в серии уроков по созданию игр с нуля для новичков и без знания программирования. Если у вас возникнут вопросы во время просмотра, пишите их в комментарии под видео. Сегодня мы создадим простенький платформер. Для начала сделаем землю, по которой наш персонаж будет ходить. Добавим ей свойство жесткости. Теперь персонаж не будет через нее проваливаться. Сейчас мы ее установим. Тихонько. Стой, размер 64 на 64. Сделаем сеточку. Привязать к сетке 64 на 64. Вот так вот. Сделаем землю. Поднимем немного. Вот так вот. Поставим дверь. Через нее наш персонаж будет выходить из уровня. Так, немного неправильно дублировать. Вот сюда нам нужна другая дверь. Закрытая. Вот, закрытая дверь. Теперь делаем скорость анимации 0. Чтобы она не проигрывалась сама. То есть изначально дверь будет закрыта, потом дверь будет открываться. Вот она, закрытая дверь. Угу. Теперь нам нужен... Так, двигаем сюда. Тут у нас будет мостик такой-то вот с дыркой. А-ля, чтобы было где прыгать. Тут у нас скопировал зачем-то. Да ё-моё. Тут у нас будут шипы, которые тоже надо будет перепрыгивать. Вот тут, наверное. И вот тут. Так. 2 раза сделал, это не надо так делать. Оп. Платформу, наш мост, тоже надо добавить свойство жесткости, чтобы он был твердый. Нет, давайте мы сделаем ему другое свойство, платформа. Не то. Подождите, это персонажу. Вот. Прыжки сквозь. Это я беглый перевод. То есть мы теперь можем ее еще поставить вот сюда. Куда-нибудь. Вот так вот, а вот. Сюда, сюда. Вот. Тут мы поставим ключик. Открылся. Ключик. Который, подбирая, будет открываться дверь. Вот так вот, да? Теперь персонаж. Вот он, чубрик этот. Добавляем ему свойства. Платформер. Сразу проверяем. Сохраняем. Любое название. Лучше желательно потом давать нормальное название, но для нашего примера любое. Вот и наш персонаж. Такой вот немного странный. Запрыгивает на платформы, но он немного кривой, вы видите, да? Сейчас мы все это поправим. Заходим сюда. Тут все нормально, значит проблема с чувачком. Вот, видим. Удаляем лишнее, оставляем только 4. Так, вот сюда. Это 18. 74. Тоже 74. Ай-яй-яй, 74. 74. Ага, молодец. Это 18. Такой, давай, ладно. 20. Вот такой. Угу. 20.
Это он просто стоит. Теперь нужно, эта анимация стоит. Недвижим, типа idle на английском это у нас. Добавляем новую анимацию. Анимация ходит. И заранее добавим анимацию jump. Это прыгает. Анимация прыжка. Открыть. Персонаж прыгает. Вот он. Тут мы ставим 20. 20. Лишнее удаляем. 74. 74. Хотя можно вот этого всего избежать. Давайте избежим этого. Ничего тут не... Сейчас анимацию настроим, но про коллизию пока забудем. Ой, верни. Прыжок есть. Стоит есть. Ходьба. Открыть. Первый. Импортировать из файла. Второй. Все, вот он ходит. Так будет ходить. Так. Сделали. Убираем ему свойства платформера. Скажу почему. Для ускорения лучше будет. Теперь создаем отдельно квадратик. Он там у нас нужный был на 2074, то, ну, примерно, давайте 48 на 48. 48 на 48. Закрасим его каким-нибудь цветом, неважно каким. Его потом не будет видно в игре. Вот такой-то квадратик. Ставим ему точечку. Это его центр будет в игровом мире на 0 внизу. Заходим в персонажа. Ставим ему также на 0 где-то по центру примерно. 48 должно быть. Вот на 0. Так, нажмем применить во всех анимациях, чтобы везде он встал на 0. Вот, теперь платформером у нас будет вот этот квадратик. То есть мы вешаем на него платформ. Ага, проверяем. Вот у нас бегает квадратик. Теперь мы через механики привязываем, то есть всегда, давайте сделаю даже иначе, персонаж, сделаем ему свойство pin, прикрепление его. И теперь в начале, комментарий добавил, в начале уровня, ищем старт, в начале уровня персонаж прикрепляется к объекту, спрайт, позиция и угол, только позиция. Вот, этот спрайт называем player. Он сразу переименовывается в скриптах. Player. Смотрим. Прицепился, но как-то странно прицепился. По какой-то странной причине. Смотрим, что здесь не так. Ага, то есть мы сначала должны, чтобы персонаж наш в начале уровня задал свою позицию set position to object player. Вот так. Получит позицию и потом прикрепиться. Так должно работать. Все, он задал позицию и прикрепился. Теперь мы делаем так, чтобы наш квадратик был invisible во время игры. Invisible, все. Теперь, когда мы запускаем игру, наш квадратик не видно, и видно только нашего персонажа. Вот он прыгает. Мандюк этот, вот. Такой молодец, прыгает. Но у него нет пока анимации, он просто стоит. Чтобы сделать анимации, мы заходим сюда же, создаем. Так. Если player, то есть наш игровой модуль, который отвечает за персонажа, двигается, но не добавить sub-event, двигается, но где у нас jump,
Не то. Вот. Но не прыгает. Если он двигается, перевернем, но не прыгает, то анимация у персонажа становится волк ходит. Если персонаж двигается и прыгает, то у него анимация становится jump. А если наш персонаж не двигается и не прыгает, и надо добавить еще одно свойство, и персонаж находится на земле в это время, то анимация стояния у него idle не двигается. Смотрим. Мог накосячить, но вроде бы нет. Вот он стоит, вот он двигается, вот он прыгает. Вот так он у нас бегает. И теперь надо сделать, что если... Так, добавить управление нужно. Добавить управление на клавиши. Теперь, если клавиша нажата... Да, клавиша нажата влево. Сразу продублируем. Если клавиша нажата вправо. Если клавиша нажата влево, то персонаж спрайт отражается. Mirror зеркало отражается. А если нет, то не отражается. Смотрим. Вот персонаж у нас теперь прыгает, бегает и поворачивается. Уже какой красавчик. Аля, смотрите, какой хороший персонажик. Теперь сделаем, что при касании шипов наш персонаж умирает и уровень начинается заново. Это делается очень легко, если персонаж, вот коллизия, касается, соединяется своими, короче, соприкасается с ловушками, то уровень, рестарт уровень. Вообще все просто. Но теперь нам нужно зайти в шипы и проверить. В шипы. Проверить коллизии. Вот они так странно сделаны. Вот это лишнее убираем. Вот так вот и пойдет. Смотрим. Вот мы бегаем, прыгаем. Все нормально. Касаемся шипов. Начинаемся заново. Касаемся шипов. Начинаемся заново. Вот так вот. Теперь если... Так, нужно шипы вот поставить еще вот сюда. И сделать персонажу новое свойство, которое называется, вот, где оно у нас, вот, врезаться в край слоя. То есть он, чтобы за черные рамочки вот за эти не вылазил. То есть, чтобы мы, подходя к стене, упирались в нее. Вот мы, оп, уперлись. И не выпадаем за слой. Иначе бы мы проваливались и падали за карту, а нам это не нужно. Или просто можно было стены построить. Но зачем строить стеночки, если можно вот так вот врезаться просто. Теперь делаем подбор. Подбор делаем. Сделаем еще такое свойство. Добавим параметр. Это называется open. Open 0. Вот это когда дверь закрыта. Теперь добавляем свойство. Если open равен 1, то дверь... Анимация ставится 1, то есть считается с нуля. 0 это начальная, 1 это следующее. То есть не с единицы, а с нуля. Единица это следующее. Теперь, если персонаж player соприкасается с ключом, то ключ, с которым он соприкасается, удаляется, а параметр открытия делается 1. Вот так вот. Смотрим. Дверь закрыта. Прыгаем наверх. Трогаем ключ. Дверь открывается.
Но если мы до нее дойдем, ничего не произойдет, потому что мы не закончили. Теперь заходим. У нас надо добавить новую штучку на уровень. Это у нас вот этот портал. Порталу добавляем свойства rotation. Где-то он должен быть здесь. Rotation, вот, крутится. Можно даже ускорить. Давайте 300. Посмотрим, с какой скоростью он крутится. Ну, может даже 400. Вот. Убираем его с видимости. Теперь, если добавим свойства. Если персонаж, плеер наш, трогает дверь, притом добавляем дополнительное свойство, притом еще свойство open равно единице, то персонаж спавнит в себе объект, который называется портал, и сам персонаж удаляется. То есть персонажа как бы даже... Ну да, персонаж как бы... Давайте сделаем это немного поизящней. То есть не будет он удаляться, он спавнит предмет, который... Ага, спавнит предмет, окей. Он должен его спавнить под себя. То есть при создании портал... При создании... Где это? Сейчас сюда. Ну то есть он когда создастся, портал переместится на слой ниже. Move to object. Сзади у объекта. Сзади объекта какого? Вот этого нашего плеера. Персонажа самого. Не плеера объекта, а персонажа, который видимый. Позади него он создастся и будет крутиться. Он будет крутиться, а объект, вот этот персонаж, то есть мы сначала отключим плееру set control, set enable сделаем disable, то есть выключится управление персонажа. И так вот, выключил управление персонажа, потом персонаж, вот этот персонаж начнет... Ага. Нужно сделать ему тоже свойство, вот этому персонажику свойство rotate на 600, например. Вот так вот. Сделаю на 400, а accelerate сделаем 50, то есть он 60 будет ускоряться. При создании у плеера свойство setSpeed будет равно 0. А тут будет, получается, плеер setSpeed равно 600. То есть будет крутиться. Надо это проверить, а то он из акселератора может сразу крутиться, но вроде не должен. Нет, сразу начинает крутиться. Акселератор надо сделать 0. То есть тут сделаем не setSpeed, а тогда setAccelerator. Сделаем ему... Так, 600 ему влепим. Сейчас проверим. Прыгаем вверх за ключиком, берем ключик, открываем дверь, бежим к двери, трогаем дверь, персонажа закручивает. Вот так, да. Только теперь делаем еще изящную вещь. Когда персонаж начнет крутиться, персонаж постепенно начнет... Вот тут сейчас сделаем дополнительное свойство под ним. В процессе этого будет свойство, которое каждую секундочку, каждый тик будет уменьшать нашего персонажа в размерах. Ищем size, вот он size, scale. Стандартно scale 0. Мы делаем вот так вот, пишем платформ наша, именно нашего персонажа. Желательно переименовывайте, когда делаете по-правильному, чтобы это было. Там пишите прям персонаж, как хотите, хоть в-английски, хоть желательно, по-моему, по-русски можно. Ну, желательно бы не делать, там могут быть ошибки. Но можете и делать. Кто-то говорит, есть ошибки, у меня никогда не было ошибок. Пишем scale. Так, точка, scale. А, size. Ё-моё. Это же size, а нет scale. Почему его здесь нет, только вот этот вопрос. Сейчас посмотрим.
Почему-то тут нету скейла. А, ну окей. Значит, нужно делать по-другому. Через size. Стандартный size у него. Какой у персонажа у нашего? Сейчас мы это узнаем. Платформ. Наш персонаж 96 на 96. То есть мы берем... Как бы это правильно сделать-то? Чтобы не накосякать. Да, давайте через size сделаем. Также платформ. Точка. Вот ширина. Вот высота. Минус 0,5. Каждый тик он будет от своей высоты отнимать 0,5. Ага. И когда, и если платформ size, вот это где ширина, вот, например, высота меньше либо равно нулю, то персонаж удаляется. Ну, то есть мы не будем персонаж удаляется, но это не обязательно. Мы сделаем, что раунд перезапускается. Тогда не перезапускается, тогда переходит в следующий уровень. У нас же заранее заготовлен следующий уровень. Окей. Значит, мы на следующий уровень Go to Layout, level 1. Вот. Сохранить. Давайте сделаем сразу первый уровень, чтобы мы понять, куда приземляемся. Объект земля наш. Связка пропала тут у нас. Привяжем. Ладно, давайте на 32, какая разница. Сетку 32, сетка 64. Просто больше возможностей у нас-то будет. Вот. Сделаем вот так-то, чтобы понять, что это следующий уровень. Чтобы мы не путались. Вот. Возвращаемся в первый уровень. Сохраняем. Запускаем. Смотрим. Вот наш персонаж бегает, умирает. Прыгаем. Угу, кривой. Так, прыгаем за ключом. Идем в дверь. Портал наш крутит. Мы уменьшаемся, но очень долго. Угу, очень долго это получается. Давай тогда минус 2. Минус 2. Угу, уровень 2 запустил, молодец. Заходим в наш начальный уровень. Идем за ключом. Молодец, ключ собран. Идем в дверь. Нас засасывает, мы уменьшаемся. Мы не уменьшаемся. Не уменьшаемся, странно. Па-па-пау. Сделаем по-другому. Если скорость персонажа... Тут есть эта настройка? Нету. Если плеер... Тоже нету такой опции. Значит, добавляем нашему персонажу новый параметр. Вот сюда. Новый параметр. Rotate. Стандартно 0. Rotator напишем. Окей, Rotator. То есть тут он становится, делает этот параметр на единицу. И теперь, если Rotator у него единичка, то каждую секундочку он вращается и уменьшается в размерах.
Вот так. Теперь точно должна работать. Погнали за ключом. Забираем ключик. Портал. Уменьшились. Поньк, следующий уровень. Но у нас тут нету персонажа. Мы забыли на следующий уровень кинуть нашего плеера с объектом. Наш плеер. Так, возвращаемся в первый уровень. Запускаем. Прыгаем за ключом. Ключик взят. Дверь открыта. Мы бежим, нас засасывает. Мы на следующем уровне. Та-дам! Вот наша первая игра из одного уровня готова. Спасибо, что досмотрел видео до конца. Если тебе было интересно, не забудь поставить лайк и написать комментарий. Графику, которую я использую для этой игры, я также оставлю в описании.